Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз– это лишь карты. Он не расскажет о личной истории каждого из нас. Но мы допускаем альтернативные варианты развития событий. И вот давайте поразмышляем. Я надеюсь, мы проведем с вами приятное время и какой-то инсайт вы определенно получите. Я уже подготовила колоду тщательно. И давайте мы с вами достанем. И первая карта у нас будет «Что важно знать?», так как мы заявляем в видео. Итак, что для вас, мои дорогие тельцы, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности возможное? Третья карта «Чему сейчас не время или что нам может помешать?». Давайте узнаем, а что ж тогда помогать будет? Что же нас тогда порадует? Что скрыто, может быть, от вас? Давайте достанем такую карту. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, мои дорогие тельцы. Давайте посмотрим энергетику, что будет по финансам. Как личная жизнь для вас будет складываться, мои дорогие тельцы. И подведем итог. Совет от карт. Итак, что важно знать на неделю, по мнению карт. Пятерка жезлов. Я ее называю эту карту картой информационного хаоса. Посмотрите, много людей, что-то каждый размахивает жезлами, как бы нет потасовки, нет какого-то даже, я бы сказала, соревнования, но именно один другому что-то пытается доказать. Как будто размахивают жезлами, может быть, напугать хотят, кто знает, но я шучу, конечно. О чем эта карта? Разрозненная информация, много людей. Или какой-то действительно информационный хаос, когда по одной теме утром приходит новость одна, допустим, днем приходит какая-то в этой же теме, но уже с другим значением, а к вечеру пришло и вот эти две предыдущие вообще изменило. Поэтому умелая работа с информацией и, самое главное по этой карте, мы не включаемся словно быстро во что-то. На нас могут специально воздействовать таким образом, добавляя нам какой-то вот этой как новостной информации, так и какой-то неразберихи, чтобы мы, может быть, так опрометью во что-то включились, согласились на что-то или начали быстро принимать участие. Карта говорит нет. Вот здесь позиция стороннего наблюдателя. Значит, для вас, мои дорогие тельцы, что важно знать? В каком-то деле куда-то как будто не встрять или с чем-то не согласиться раньше времени, или не поторопиться куда-то кому-то, допустим, обещать, что я помогу. Может быть и так, почему нет? Оставаться на своей волне. И вот эту самую информацию вот так холодно и рационально как будто фильтровать, прежде чем принимать вообще что-то к сведениям. Много изменений каких-то. Давайте мы посмотрим неожиданности, чего не избежать. Карта семьи, какие-то семейные вопросы. Сама по себе карта счастья, удовольствия, благополучия, когда у нас все в балансе, когда у нас вообще, в принципе, да неплохо, будем говорить. Хотя могут быть вопросы, связанные со сменой места жительства, могут быть вопросы с ремонтом, например, вашего жилища, когда мы что-то улучшаем, хотим сделать что-то комфортнее, может быть, и делаем ремонт, может, косметический ремонт, или, как-то мы хотим создать для себя больше такую зону комфорта, удобства и благополучия. Хотя для кого-то из вас сведения о ваших родственниках, может быть, вы собираете или о себе напомнят родственники, или вы какой-то вопрос вместе с родственниками решаете, или просто те, которые от вас на расстоянии далеко, о себе дадут знать. Родственники, иногда и друзья наши бывают, такие как родственники, да, очень близкие. Может быть, по этой карте сведения от ваших детей или вопросы, связанные с детьми, подросшими детьми. Для кого-то, мои дорогие тельцы, с внуками какие-то вопросы вы будете решать, потому что несколько поколений, повторюсь, на карте, и вот самые разные вопросы, касаемые, по сути дела, личной жизни. Но десятка пентаклей – это когда у нас именно баланс, когда мы чем-то остаемся
довольны, как будто вот какой-то радости вам не избежать. Есть, значит, что-то в нашей жизни, что вас будет радовать, мои дорогие тельцы. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. Прекрасная карта, кстати, принц Пентаклей, про Пентакли. Но это карта, когда мы что-то планируем на будущее или оставляем, кстати, на потом. Вот что-то оставлять на потом явно не стоит. Или пока не заниматься теми делами, которые на далекую перспективу. Здесь, наверное, в моменте здесь и сейчас или какие-то конкретные материальные вопросы, может быть и не только материальные, может быть касаются и документов или денег, кстати, но они это то, как будто что сейчас стоит на повестке дня, на вот эту неделю, не на какую-то перспективу, как будто на перспективу рано думать, что-то нужно решить, то, что к нам пришло сейчас, или то, какая-то обстановка, может быть, которая у вас сейчас создалась, а потом уже от этого оттолкнуться и как будто идти дальше. Ну, быть реалистами, наверное, в первую очередь будет важно. Давайте мы посмотрим, а что нам будет помогать. Какое-то известие к вам придет или новость какая-то. Может быть, действительно придет новость по этой карте. Это карта скорости. Это то, чего мы не можем не изменить и не предугадать где-то. Но это карта больше позитивных каких-то моментов, когда от нас потребуется действие или, может быть, звонок кому-то, сказать, я в этой теме, например, да, но отреагировать как будто мы должны. Мы не можем, допустим, если мы говорим про какую-то возможность, мои дорогие тельцы, мы не можем сказать, я подумаю завтра. Вот по этой карте завтра уже нам ничего не предложат. Или мы упустим время. Поэтому, правда, какая-то, помимо того, что ворох какой-то информации, так еще приходит к нам конкретное какое-то известие, которое нас так немножко переключает немножко в другой фарватер. Либо наших дел, либо наших занятий, либо наших планов на будущее. Но на будущее пока еще рано что-то далеко планировать. Видимо, на злобу дня есть для вас какие-то еще вопросы. Давайте узнаем, а что же скрыто для вас? Праздник после победы. Ну, видимо, какова бы ни была турбулентная неделя, какие бы тут вопросы не пришлось решать, или, может быть, что-то, то, что вы планировали, откладывается, правда, или по каким-то причинам задерживается. У нас сейчас период такой ретроградности, когда на нас где-то планетарные события, вот те события в небесной канцелярии, которые планируются, они нас могут постепенно, где-то с задержкой, где-то с возвратом к каким-то прежним ситуациям, отношениям, заставляют что-то пересмотреть, но не для того, чтобы глубокую философию устраивать, а чтобы с чем-то, в чем-то укрепиться, в каком-то знании своем или в каком-то своем решении. Или, ну, как-то баланс какой-то провести, может быть, между прошлой жизнью или между каким-то прошлым вопросом, как мы себе планировали, допустим, да, а здесь приходят какие-то новости, и, видимо, мы должны словно добавить какой-то информации к тому, что мы планировали, и в каком-то, может быть, уже в новом качестве себе наметить новый план или подкорректировать собственные цели и намерения. То есть есть связь между прошлым и будущим. Поэтому помните, самое главное у нас сейчас в 2023 году это адаптация, адаптироваться, суметь со всеми провзаимодействовать. Сентябрь месяц тому не исключение, но скрыто мы можем не видеть вот именно победы и как будто праздника, какой-то долгожданной встречи или какого-то важного решения, подписания документа. Ну вот что-то есть такое, то, что не просто вас, мои дорогие тельцы, порадует, а мы разделим этот праздник с друзьями, с нашими близкими. Кто знает, может, у кого-то история личной жизни, когда что-то такое для вашей семьи в целом придет как действительно как праздник, как радость, как какая-то очень значимая победа или веха в вашей жизни. Вот что-то такое может быть. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем на неделю. Ну, шикарно. Вот все, что касается вашего дома, жилища, вашей семьи, ваших любимых, ваших близких, вашей личной жизни,
Ну, кто знает, может быть, и какое-то знакомство у вас может состояться, но тогда мы не, знаете, не строим далеко идущих планов, а лучше принимать человека такой, какой он есть. Начинать что-то с дружбы, сказал бы так. Потому что у нас выпадает, чему сейчас не время. Если даже вы недавно, допустим, состоялось какое-то знакомство, мы не должны задушить наши отношения, потому что пытаемся что-то разложить по полочкам лет на 10 вперед. Вот этому сейчас точно не время. Вам это может помешать. Увидеть что-то очень хорошее, доброе, светлое. Или где-то, знаете, настаивать начнем на каком-то своем мнении. Вот этому сейчас не время, не место точно. Не мешайте себе. А вот по десятке кубков мы тут как раз. 2 десятки у вас. Как в пентаклях, так и в кубках. Поэтому что-то доброе, светлое, хорошее определенно на этой неделе для вас решится. Но и не просто порадует. Карты счастья, по сути. Значит, эта радость будет всеобъемлющая. Значит, какой-то либо документ подпишите, либо еще какое-то известие. Может быть, известие от вашей семьи. Может быть, да самые разные, наверное. Когда вам это добавит вдохновение и словно, знаете, ну, да по десятке кубков тут, правда, мы можем вдохновиться не просто в какой-то узкий период времени, а вот так на долгий период нас что-то может так окрылить, словно, мои дорогие. Все-таки у вас 2 десятки, как и по деньгам где-то в прогрессе, так и по эмоциям, по чувствам, по радости. И еще какой-то праздник, как будто тоже не отменяется. Финансы, хотя нам сказали, ну вот финансы есть, но мы их не тратим. Карта нам говорит о том, что пауза. Видимо, в каких-то тратах или в каких-то ваших планах сейчас далеко идущих. Правда, может быть пауза. Вообще мы складываем оружие. И где-то, может быть, занимаемся тем, что, посмотрите, человек у нас прилег, воин ведь показан, правда? И он как будто сам вот так уединяется для того, чтобы не было помех в виде чужих суждений, чужого мнения, чужих советов. Что-то он должен решить сам. У вас почему-то это на финансы. Значит, какую-то свою финансовую историю вы должны продумать сами, не подвергая себя риску. И это холодная карта, которая говорит о рационализме, о логике. Для кого-то из вас карта может еще говорить для того, чтобы ты успешно зарабатывал деньги, телец. Ты должен уделить внимание собственному здоровью в плане хотя бы профилактики. Вы очень трудолюбивые и трудоспособные люди. Но на тельца можно взваливать безгранично, и он будет вести вот этот воз. Так вот, если для вас, мои дорогие тельцы, усталость или вот ваше самочувствие, вы чувствуете, достигло какого-то апогея, то есть вот дальше так продолжаться не может. Правда, ведь тут об отдыхе нам карта говорит, или уделить внимание, может быть, если есть тем более какие-то вопросы, которые вас ставят в тупик по вашему самочувствию, определенно стоит сходить к врачу, сказала бы так. Но не торопимся мы тратить деньги, несмотря на то, что деньги есть. Пауза. Что в личной жизни? 2 пентаклей. Ничто так не постоянно, как перемены. Вот, наверное, поэтому нам говорят, подожди, планировать телец далеко, тут еще 200 раз все поменяется, и вот по 2 пентаклей. Это когда мы где-то корректируем свои планы, потому что обстановка такая сложилась. По этой карте нам могут предложить путешествие, мы должны соглашаться. По этой карте как-то быстро вообще могут меняться события, или нам будет предложено, хотя это в принципе карта выпадает на личную жизнь, но порой эта карта говорит о бизнесе. То есть с одной стороны, мы можем даже начать какое-то свое личное дело, развивать как хобби, творчество. Все-таки личная жизнь не только про любовь. Мы можем развивать, и как будто важно умение договариваться с людьми. Конечно, это может быть советом, который касается ваших близких, ваших домочадцев, родственников, вашего ближайшего окружения, что мы как-то не должны какого-то противостояния здесь, ну так, или поддерживать, или, если мы даже с кем-то не согласны, свою точку зрения продавливать, будет важно найти какой-то компромисс. Ну, или с какой-то Соломоново решение, может быть, ну, вот какая-то больше адаптация, умение жонглировать, нам жонглеру напрямую показан. У кого-то это жонглирование с деньгами, и карта говорит, что по части
договоров каких-то или договоренностей здесь будет со знаком плюс, а вот как будто с деньгами мы обойдемся двумя пентаклями. Действительно, неделя не для того, чтобы мы что-то глобальное приобретали, а ведь может захотеться у вас две десятки. И это может быть, ведь я уже сказала, связано с переменой вашего места жительства или с каким-то ремонтом. Ну, значит, будьте внимательны к тратам. У каждого, я понимаю, своя история, но мы не должны куда-то поспешить. Это вот дважды, трижды, я бы сказала. Начинается у нас с пятерки жезлов, что информационный хаос, что-то недостоверно, а потом нам на финансы выпадает четверка мечей, которая говорит: подожди, вообще остановись. Сложи оружие, никуда не торопись, где-то вот сам себе удели внимание. И следом двойка пентаклей, которая обещает какие-то перемены. Поэтому, ну, к деньгам будьте внимательны. Так и, знаете, по двойке пентаклей, если мы говорим на личную жизнь, это когда нам хочется чем-то заниматься. Или попробовать себя в новом деле. Или если вас, вот словно, да, как мы говорим, осенило какое-то желание или пришел инсайт, дай-ка я себя попробую в том амплуа, в котором я прежде не пробовала или не пробовал себя. Определенно стоит. У нас по этой карте что-то получится лучше, чем у профессионалов, даже если мы прежде не занимались этим вопросом. Давайте мы суммируем все, совет от карт. Правда, много информации, множество каких-то наших будет желаний, как минимум 7 кубков, а карта нам говорит об одном. Стоп. Смотрите, по вообще нумерологии все действия или активность, они проходят как будто в 6 стадий. Почему в картах Таро 6 всегда означает победа, неважно какой она масти. А следом у нас идет 7. И если вы проанализируете вот все эти карты, все семерки, я говорю, будь то семерка кубков, карта иллюзорного успеха, нам говорят: остановись, надо сначала с чем-то разобраться, определиться, а потом уже действовать. Будь то семерка жезлов, пусть она вам не выпала, но вот я говорю, да, там ведь тоже карта соревнований, когда пытаются нас втянуть в какой-то вопрос, а нам говорят: будь сторонним наблюдателем тоже. Будь это семерка мечей, которая нас призывает, допустим, карты вора ее называют, или карта хитрости. Ты не торопись, ты посмотри, все дели надвое. Посмотри, что люди говорят. Посмотри, чтобы у тебя из-под носа что-то не увели. Тоже будь внимателен, остановись, не спеши куда-то. Также это может быть и как семерка пентаклей, ожидание, когда мы ждем, деньги задерживаются или документы. То есть я к чему вот так вот проанализировала бегло, что 7, чтобы вы понимали, раз выпадает 7, не стоит торопиться. А у вас, мои дорогие тельцы, дважды, потому что есть достаточно серьезная карта по четверке мечей, когда нам говорят: действительно сложи оружие. Себя не тормоши, и даже если вас будут тормошить, а вас как раз будут, значит, где-то не поддавайся. Может быть, и придется какое-то важное решение принимать, но значит, это нам нужно сделать самому, без воздействия, повторяюсь, чужого мнения. Потому что вы, как будто тельцы, ну, можете сделать какое-то или принять какое-то правильное решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.